меня девочка, ей сейчас 15, и у нее ДЦП. Это же его ребенок в том числе. А женщина, она как аккумулятор, да, вот мужчины вот в таких ситуациях устают. Точно лошадь, прикол. Это действительно тема психотерапевтическая. Родители таких детей, они как люди без кожи. Мы с Сашей постараемся тебе помочь. Но оно так и есть, наверное. Саш, скажи, что говорит о нас наша одежда? Во-первых, она говорит о нашем внутреннем состоянии. То есть, когда девушка одевается в серые вещи или темные, или перестает за собой ухаживать, значит, она себя не очень хорошо Это говорит о том, чувствует? что ее внутренний мир очень печально. У нее что-то произошло. Какие-то кардинальные изменения, да, случились? Какие-то кардинальные изменения, да, все правильно, и не в лучшую сторону. А что можно сделать в этой ситуации? Изменить свой внутренний мир. Новые смыслы, новые эмоции, все по-новому, абсолютно все по-новому. Давай познакомимся с нашей Давай героиней. познакомимся с нашей героиней. Наиля, 47 лет. Мама двоих детей. Младшей дочери диагностировали детский церебральный паралич, эпилепсию и ментальные нарушения. Рассталась с мужем в прошлом году и очень болезненно пережила развод. До рождения второго ребенка вела активный образ жизни. Изучала иностранный язык, посещала тренинги, ходила в спелеопоходы. Большая и дружная родительская семья не дает ей опустить руки и помогает справляться с ежедневными трудностями и преодолением сложившихся обстоятельств. Привет, дорогая. Привет. Ты очень милая девушка, но у тебя очень сильный взгляд. Ну, я думаю, что не все находятся в такой ситуации, как я. И, наверное, я сильная, я думаю. Но сила — это мужская черта характера. И давно это у тебя? Ну, вообще, на самом деле, у меня и характер такой больше, мужские какие-то такие черты. То, что в школе я могла разнимать драки, допустим. То есть мне говорили: «Наиля, иди сюда», и там дерутся. Вот. И плюс еще от того, что вот такие жизненные обстоятельства, ну, и вот так получилось, что я так думаю, что я сильная, но все равно я слабая. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя жизненные обстоятельства? Что у тебя произошло? У меня 2 ребенка, и у обоих у меня инвалидность. У меня у первого он в детстве очень сильно задыхался, у него бронхиальная астма, и сейчас он, конечно, компенсировался, ему 19 лет, и у меня девочка, ей сейчас 15, и у нее ДЦП. Она не ходит, она не может себя обслуживать сама. Но при этом она очень такая позитивная, она разговаривает, но она как бы находится чуть-чуть в своем другом мире. И, вообще очень с ней сложно. Но вот такие вот у меня обстоятельства. Как ты справляешься с этим? Ну, я думаю, что все люди, если бы оказались на моем месте, они бы также справлялись. То есть, нужно что-то делать, чтобы ребенок не потерял те навыки, которые имеет. То есть это постоянная реабилитация, нужно постоянно проходить какие-то медицинские процедуры. Плюс это каждый раз, и вообще это тяжело, нужно обучать ее чему-то. То есть это такой каждодневный труд. То есть вроде как дети, остальные не растут как трава. То есть получается, что ты усилия какие-то прикладываешь в какое-то время, а через какое-то время, они уже это умеют делать. А у меня ребенку 15 лет, то есть я делаю все то же самое, что с маленьким ребенком. То есть я ее кормлю, я ее, допустим, в туалет ей помогаю ходить, потому что она не может сама этого делать. И вот каждый раз объясняю, вот так можно делать, так нельзя. Тебе кто-то помогает? Но у меня большая семья. В принципе, у меня мама, папа, сестра, брат. И мне помогают, да. Я еще для себя такую формулу вывела, что нужно просить о помощи. Потому что, допустим, если я в метро с коляской, и никто не подойдет, это не потому, что люди у нас какие-то такие, да. Просто когда ты говоришь: «Люди, помогите», и сразу народ подбегает и помогает. Потому что, кто-то стесняется, допустим, кто-то что-то, думает, потому что, не всегда всем приятно, когда акцентируют, что у тебя какая-то такая проблема. А если попросить, то люди помогают. Илья, Это ты помогает. сейчас рассказываешь про свою ситуацию, и я чувствую, что у тебя здесь в горле комок. Да. Тебе тяжело об этом говорить?
Ну, да, это такая, это, знаете, как вот, я считаю, что родители таких детей, они как люди без кожи. То есть, когда вот это вот задевают вот эту тему как-то, да, то у нас такая чуть-чуть неадекватная реакция, потому что у нас жизнь как борьба. Вот у меня с лекарствами проблемы были. То есть, ну, много таких проблем. Или, допустим, когда она была маленькая, у меня убирали детей других из песочницы, потому что вроде как, ну, не хотят, да, это не все люди так. Ну, просто это непонятно, понимаете, не все знают, ну, что вот бывают такие дети. Мне очень нравится, что ты ни от кого ничего не ждешь, ты принимаешь все как есть, и ты научилась справляться с этим. Я думаю, что тебе в любом случае нужна помощь. Тебе твой супруг помогает? Ну, мы год назад расстались с мужем, и да, он помогает мне, и действительно, ну, это большая помощь, потому что он мне помогает деньгами, но все-таки, мне кажется, дело в том, что, ну, это мое личное мнение, на самом деле, мужчины вот в таких ситуациях устают. То есть я думаю, что он ждал, что ребенок, ну, как-то сможет восстановиться, и она будет более-менее похожа на других. Вот. И когда было стало понятно, что нет, как бы такого никогда не будет, ну, люди устают, и он просто ушел. Ну, он не справился, не получил, не смог адаптироваться к этой ситуации. То есть это же его ребенок в том числе, это он точно так же должен заботиться о нем. Это не помощь, это его обязанности. Да, но он мне помогает деньгами, и он приходит 2 раза в неделю к ребенку, но эта помощь заключается в том, что, допустим, ну, с ней поиграет часа полтора, ну, уложит спать. Ну, допустим, вот когда у меня операция была, 2 недели надо было ее таскать, ну, вот прям вот на себе, получается, до туалета, от кровати, но не было помощи, ну, то есть у него там свои какие-то дела. Ну, то есть вот такие моменты каждодневные, когда вот все время приходится вкладываться в ребенка, но все-таки, ну, люди устают, и вот получается, что не всегда справляются. То есть я считаю, что мне просто деваться некуда, да, и я не могу вот так просто сказать, ой, я этого не вижу, я не могу, да, как бы уйти. Вот мужчины, они могут просто вот так вот, просто, ну, я не вижу, и все. Но я верю, что он любит ребенка и тоже хорошо к нему относится. Ну, но просто любит. это вот эта рутина, она все-таки для мужчин сложнее, мне кажется, чем для женщин. А у меня такая рутина, она достаточно, ну, тяжелая. Что бы тебе хотелось изменить в жизни? В жизни? Я бы хотела получать удовольствие от того, что есть, да, вот у меня есть такой ребенок, да, и это действительно хорошо, потому что я все время думала, какой же смысл есть, вот, ну, как бы вот, имея такого ребенка, какую пользу ты приносишь тому обществу. Но, в принципе, может быть, и не в этом смысл, да, приносить пользу обществу, да, а именно получать удовольствие от того, что есть, потому что, мне кажется, я вот прям вот очень сильно вложилась в ребенка, и я сначала как бы все ребенку, но на себя я в самую последнюю очередь обращала внимание. И вот эти последствия, они как бы вот так вот прям вот, прям вот мне жизнь, она мне, как бы стучалась и говорила, посмотри, вот здесь вот неправильно, надо, наверное, как-то по-другому себя вести. И действительно, вот у меня стало очень резко падать зрение, у меня отслойка сетчатки пошла, и, в общем... То есть на твое здоровье уже тоже это начало сильно, это влиять, это стало сильно состояние влиять. И еще я как бы получалось так, что я злюсь на ребенка, такая, вот я это не успела, там, ей все сделала, а сама ничего не успела. И на самом деле вот я пришла к такому выводу, что все-таки женщина, вот в таком состоянии, как я, она как аккумулятор. Сначала на себя обрати внимание. Допустим, если бы я там умылась сначала, сделала бы какие-то элементарные вещи. Не было бы этого раздражения. И я бы я бы уже к ребенку не так относилась. То есть я бы сделала для нее, и это было бы для меня легко. А давай подумаем, что тебе поможет радоваться той ситуации, которая сейчас происходит в твоей жизни? Сначала обращать внимание на себя, конечно. То есть перевести фокус на себя. Тогда это, конечно, и совсем другое отношение и к детям, и к окружающему миру. Неля, но на самом деле первый шаг, он всегда самый сложный. И ты его сегодня уже сделала. Ты пришла к нам на программу. Мы с Сашей постараемся тебе помочь.
в конце передачи тебя будет ждать эксперт, который поможет тебе справиться с твоей ситуацией и достичь твоей цели. Ну, по крайней мере, вы нарисуете шаги, как к ней прийти. Спасибо. Это звучит здорово, на самом деле. А пока Саша поможет тебе преобразиться. Я тебе покажу, Какой насколько ты ты можешь быть. сильная, независимая и просто потрясающая милая девушка. Я на самом деле, вот так не чувствую, что вы говорите, но оно так и есть, наверное. Мы сделаем из себя нового тебя. Появление ребенка с ДЦП, конечно, влияет на внутреннюю динамику семьи. Родители сталкиваются с иной реальностью, к которой нужно адаптироваться. Но, к сожалению, не у всех это получается. Эти внезапные изменения порождают конфликты и изменения привычного распорядка. Не все матери таких детей испытывают трудности с адаптацией, конечно. Если у нее есть поддержка мужа или родителей, это снижает риск развития материнской депрессии. Это добавляет ей чувство защиты и способность противостоять кризисным ситуациям. Участие отца, способного выполнять свою роль, необходимо для успешного процесса адаптации. Для нашей героини Наиля я выбрал бренд «Номи». Женственный, изысканный и элегантный для девушек с сильным характером. Наиля, нам нужно определиться со стилем. Что тебе бы хотелось иметь в гардеробе? Какой тебе стиль больше нравится? Я бы хотела иметь такие вещи, которые делали бы меня визуально сильнее и, и женственнее, наверное, вот так. А что ты можешь сказать по поводу стиля милитари? Хаки. Мне хаки цвет очень нравится. Это вообще мой цвет. Я люблю хаки. Да. Отлично, тогда давай попробуем этот стиль. Брутальный стиль милитари зародился в первой половине 20 века, после Первой мировой войны. В то время в стране был дефицит гражданской одежды, поэтому вначале он был вовсе не модным течением, а вынужденной мерой. Военную форму стали перекраивать и перешивать. В грубоватых, чуть несуразных вещах ходили мужчины, женщины и даже дети. Позже военную форму надевали как ежедневную одежду в знак своего героизма. Настойчивая цикличность моды на стиль милитари заинтересовала модельеров, и в 80-х годах первые коллекции одежды с военно-романтическим флером от Кристиан Диор и Луи Виттон покорили мировые подиумы. Основные силуэты стиля – это прямые линии, выраженные плечи, накладные карманы, широкие пояса и подчеркнутая поясом талия. В одежде стиля милитари используются разные материалы, но чаще всего плотные, такие как шерсть, кожа, твид, драп, плащевка и деним. Но также можно встретить модели из хлопка, трикотажа, шелка и даже шифона. Главные цвета стиля, конечно, соответствуют армейской тематике. Это хаки, оливковый, темно-зеленый, коричневый, черный и все оттенки серого. Красный, синий и белый цвета придают стилю легкости. Современные дизайнеры дополняют одежду декоративными элементами, такими как эполеты, погоны, нашивки, пряжки и металлические пуговицы. На первый взгляд стиль милитари довольно строгий и минималистичный, так как платья обычно имеют лаконичный крой и плотно облегают фигуру. Фасоны юбок прямые или в форме трапеции. По длине доходят до колена или чуть ниже. Такая юбка хорошо сочетается с рубашкой и пиджаком в таком же стиле. Милитари прекрасно сочетается с другими стилями. Сафари, кэжуал, спортивным, хиппи, даже романтическим и деловым. Сочетание строгого пальто и легкого платья, камуфляжных штанов и белой блузки, свитера хаки и классических брюк прекрасно подчеркнет сильные стороны вашего характера и серьезность намерений. Я тебе сейчас покажу несколько вещей, которые будут полностью соответствовать этому стилю. Пойдем? Например, я тебе могу предложить данную рубашку с этими прикольными брюками. Прикольно. Взять еще дополнительно кожаный пояс. Все это объединить на очень изящных туфельках бежевого цвета. Можно потом сюда будет дополнить бежевой сумочкой. А смотри-ка, как тебе это платье? Это вот именно... Покажи-ка. Вообще классно. Мне нравится. Это стиль милитари. Да. Принт, лошадь,
расцветка. Лошадь? Милитри. Это лошадь. Точно лошадь, прикол. Да, Лошадь, конечно, да. в этом-то и есть весь прикол. Ну. А третий образ будет для тебя просто сюрприз. Спасибо. Договорились? Да. Отлично. Наиля, шикарно выглядишь. Супер. Мне очень нравится наша сегодняшняя работа. Спасибо. Что ты выбираешь в итоге? Я вот этот костюм, наверное, выберу, потому что он мне больше всего понравился. И вообще он супер. Мне Ну, кажется, он это классный, он классный. круто. Он тебе необычный, очень идет. да. Он и тебе очень идет. Мне кажется, что да. А какой образ понравился вам? Пишите в комментариях, ставьте лайки и не забудьте подписаться на наш канал. Виктория Владимирова, практикующий психолог и коуч более 15 лет, основатель и руководитель Центра современной профориентации и сопровождения семьи «Профи Прилс», многодетная мама и куратор многодетных семей, создательница коуч-программы развития саморегуляции и стрессоустойчивости, эксперт в области психологического продюсирования в плане раскрытия потенциала человека, создания адаптационной ресурсной среды и личного бренда. Наиля, приветствую. Меня зовут Владимирова Виктория. Я психолог, коуч. Я рада вас видеть. Во-первых, я вижу преображение уже. Я, конечно, поражена. Действительно удивительный иногда один штрих, и он преображает человека. Расскажите, пожалуйста, про себя. Где-то 1,5-2 года назад я стала понимать, что я слепну. Ну, то есть у меня стало падать зрение, и я просто думала, что это возрастное. И пока я проверялась, я выяснила, что у меня отслойка сетчатки в агрессивной форме в обоих глазах. И получается, что мне требуется постоянная инъекция в глаза. И, то есть, и сложилось так, что вот у меня муж ушел, у меня вот такая вот ситуация с глазами, а причем вот эти вот инъекции, они очень дорогостоящие. И ребенок у меня такой вот какой-то. И вот это вот все как-то навалилось на меня, и я даже вот... Особенно, когда я думала, вот единственное, что у меня в семье, как бы у всех очки, а я такая вся со 100% зрением, и думала, ну вот это же здорово. И тут у меня получается вообще провал. И я даже думала, что вообще надо выйти в окно. Ну, тут ребенок не понимает, муж ушел. И я не хочу на это смотреть. Да, я не хочу на это смотреть. То есть вот на самом деле, мне кажется, это все-таки у меня еще из детства идет. Если я чего-то боюсь, да, я вот помню, у меня был такой случай, что я чего-то испугалась, лежала в больнице, и я вот под одеяло залезла, и вот прям вот довела себя до такого состояния, что мне жарко, я не могу вообще уже дышать, но я не вылезу, и вот в этой темноте буду сидеть, и вообще я ничего не хочу смотреть, Что вы тогда видеть. испугались? Я до сих пор не знаю, что это было, потому что у меня вот картинка такая, что я лежу в больнице, и в окно кто-то прыгает, вот прям такой страшный, что-то такое ужасное. И никто этого не замечает. Видимо, это был сон какой-то. Я до сих пор не понимаю. Это действительно тема психотерапевтические, да, такие глубокие, проработка действительно необходима. Но у вас она еще психосоматическая, и действительно вот эти темы здоровья, энергии, да, своего состояния изначально все равно для того, чтобы вытащить ребенка, который вот то, что сейчас образ такой был, когда вы его ярко назвали, я сижу под одеялом, я боюсь вылезать, я еще одна, и я еще в больнице, рядом никого нет. Да? То есть это такой страх, и вот такая вот закупорка. Поэтому действительно то, с чего с первого придется начать, это, конечно, надо заново дышать. И заново вообще жить, я бы сказала, да, потому что то, что я слышу, это такая глубинная усталость и апатия про всю жизнь. Да? То есть такое вот, а где я, а про что я, где я существую помимо своих детей, где я существую в жизни помимо своего мужа, который ушел или не ушел, то есть кто я как женщина. Это такая тема очень большая, иногда страшно вообще заявить о себе, страшна оценка, страшно понимание. Я не хочу на это смотреть, да, вот о чем вы сказали, и слышать, и понимать. Но это философия и психология глубинная, для чего мы приходим в этот мир. И когда нам нужно заново энергия, да, заново начать жить, это когда у нас нет на это сил, иногда совершенно неожиданно могут оказаться рядом люди, просто мы должны это увидеть и услышать. Да? То есть я не хочу на что-то смотреть, но совершенно другой вектор есть
Если я поворачиваюсь, я хочу это увидеть, и я должна это увидеть. Да? Поэтому я думаю, что в какой-то степени у вас психосоматика начнет работать, когда вы будете видеть то, что приносит вам любовь, счастье, понимание, поддержку вас с другой, совершенно неожиданной для вас стороны. И еще очень важно не быть в вакууме, потому что то, что я слышу, конечно, это очень тяжело, когда человек находится один на один со своей проблематикой под одеялом, вот это, да, состояние «я один», и тем более в больнице. Про детей мы поняли, да, про ваше преображение, в чем работать, мы тоже поняли. Вот совершенно неожиданно. Представьте себе, тема у каждого человека есть про реализацию. Есть личностная, есть профессиональная. Я в том числе работаю с профессиональной самореализацией. Вне зависимости от проблем, да, человека, вне зависимости от той жизни реальной, которая есть. Такой вам вопрос. У вас есть неограниченный ресурс, у вас есть неограниченные возможности, времени, денег, чего угодно. Вообще вот просто. Вот вы себя отпустили, вы хорошо видите, вы не болеете, и у вас прям вот все свободно и хорошо, все спокойно. В этой ситуации чем бы вы хотели заниматься? Ну, вообще я думала об этом на самом деле. Я не могу сказать точно, но вот то, что первое пришло мне в голову, я хотела бы организовывать что-то такое, связанное с искусством. Ну, какие-то выставки картин или что-то, выставки даже работ каких-то, вот что-то такое, чтобы, ну, то есть с организацией связанное, чтобы там были и люди, и это было что-то такое действительно связанное с искусством. Я не знаю, почему мне это пришло, потому что я не имею никакого отношения к искусству, и вот, ну, просто я очень люблю ходить в музей, смотреть картины, что-то такое красивое. Я ничего в этом не понимаю, но все равно мне, ну, интересно. У меня есть прекрасные знакомые, например, музей Островского, где проходят выставки и есть инклюзивное образование там внутри. Есть очень интересные работы, когда ребята с аутизмом выставляют свои там, да, вот работы. И это гениально, это общемировая практика, это очень интересно. И люди, которые присоединяются как социальные волонтеры с продвижением этих проектов, они очень нужны. То есть то, что вы сказали, это не значит, что это какая-то несбыточная мечта, и для этого необходимы какие-то большие ресурсы. Для этого необходима информация, и для этого необходимо ваше открытие. Да, вот вы поворачиваетесь и понимаете, что я могу на это смотреть, то, что мне это нравится. Мне кажется, что это все из-за ряда фантастики, что-то такое. То есть это совсем нереально для меня, ну вот в данный момент, мне так кажется. Это не может быть искусственно реально. Если я понимаю, что я это хочу, да, дальше, но для этого мне нужно это захотеть, а вначале захотеть жить. Поэтому все равно мы вернемся на первую ступень, да, и подумаем, как это возможно вообще просто вот начать дышать, начать смотреть про себя. Есть такой проект, в том числе и семейный стартап, когда соединяются мама или папа и ребенок с инвалидностью, и делается совместная какая-то тема, когда вдыхается просто общая энергия ребенка, родителя. И тогда у меня есть силы вынести это, да, то есть вот дальше нести и жить. Ну, потому что можно отдельно существовать, а потом возвращаться домой и проваливаться. А можно попробовать что-то соединить и попробовать заново выстроить другой сценарий жизни. То есть для начала вам нужно освободиться, да, вот как бы внутри себя. Ну, я хотела бы начать с принятия ребенка своего, потому что, мне кажется, я его до сих пор не приняла. Может быть, я и сама себя не приняла, потому что, когда я смотрю на своего ребенка, у меня постоянно вот почему так случилось с моим ребенком. То есть, и я постоянно ее улучшаю. Да? Я все время себя вот ставлю, вот, как будто я вот этот фараон, который пытается ребенка своего в этот гробик загнать, как бы сделать, чтобы она была лучше, потому что у нее есть поведенческие отклонения, прям вот, и она ведет себя так, как хочет. У нее это, ну, абсолютно ничем, ну, не регламентируется, и поэтому я бы хотела вот с этого начать, как бы принять своего ребенка таким, какой он есть, и радоваться именно тому, какой он есть, потому что я постоянно там думаю, ах, вот здесь вот так, здесь бы вот... И мне кажется, я даже отбила у нее охоту вот учиться или делать что-то, потому что я с самого детства ее пыталась там научить, там, читать, писать, лучше ходить. И на самом деле, ну, получилось так, что ребенок меня боится, да, возможно, даже и ненавидит, возможно, я не знаю. Вот, потому что как только удивительным образом, знаете, о чем вы говорите? Когда вы говорите, я хочу принять своего ребенка, изначально нам все равно придется в позицию не принять своего ребенка. Да. Я понимаю, что я отражаю как бы вот то, что я вижу в других людях, это то, что во мне проблематично. Да, то есть все равно придется идти на первую ступень. А второе — это тоже информация. Это тоже знание, как работать с определенным. То есть вам придется стать
коучем и психологом в своей семье, и самокоучингом заниматься в отношении своего ребенка и вырасти, и обладать новыми знаниями, новыми навыками. И это большая работа, но она вам необходима. Я предлагаю дать действительно помощь, поддержку, и буду рада. Да, большое спасибо. Если ты хочешь стать участницей нашей программы, переходи по ссылке и заполни анкету. Не забудь поставить реакцию и подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе всех модных тенденций. Мы ждем тебя. Пока-пока. Ну, у меня хорошая фигура, почему я должна ходить и все скрывать? Но время же меняется, и мы меняемся. Что-то из 2000-х, родное и близкое. Очень важно следить за знаками в жизни. Да, я знаю, что мне мешает.